Сегодня я приглашаю вас в солнечную Аланию, один из самых живописных уголков не только Турции, но и всего Средиземного моря. Как вы, наверное, знаете, в Аланию я приехал в 2021 году, и год назад, в 2023 году, я уехал в Казахстан. Ну а Алания стала для меня настоящим казахским аулом на берегу Средиземного моря. Это место и наши казахи, живущие или приезжающие в Аланию, для меня стали настоящими родственниками, и мне кажется, что все казахи чувствуют себя тут как дома. И поэтому, приехав в Аланию после концерта Димаша в Стамбуле, я хотел немного отдохнуть, покупаться в море и сделать для вас небольшую передачу о том, как сегодня живет Алания и как она становится настоящей дачей на берегу Средиземного моря для многих казахстанцев. Алания – это действительно уникальное место, где сочетаются древние традиции и современный комфорт. Город буквально расцветает весной и летом, превращаясь в настоящий рай для туристов. Атмосфера здесь особенная, каждый уголок дышит историей и культурой. Самое интересное – это то, что Алания вообще обрела свою популярность сравнительно недавно. В 60-х годах 20 века тут обнаружили уникальную пещеру Дамлаташ. Это пещера, в которой круглый год сохраняются идеальные для человека давление, влажность и температура воздуха. Мне даже сказали, что 15 минут в пещере продлевают жизнь человека на 1 год. И, наверное, узнав об этом, в 60-х годах 20 века сюда хлынули туристы со всей Турции. Тут начали строиться небольшие гостиницы, что-то наподобие наших санаториев. Вторая волна популярности захлестнула Аланию позже, примерно в 90-х годах 20 века. Европейцы, узнав о таком уникальном месте, начали активно скупать недвижимость, что породило строительный бум, и новые дома строились специально под высокие требования немцев и жителей скандинавских стран. Но примерно с 2015 года об Алании начали узнавать на постсоветском пространстве, и в том числе и в Казахстане. Десятки тысяч людей начали скупать недорогую недвижимость в экологически чистом уголке на берегу Средиземного моря. И дошло до того, что примерно к 2020 году в Алании даже образовались целые районы, где постоянно жили русскоязычные жители. Алания очень быстро стала самым трендовым местом для покупки недвижимости и переезда, поэтому цены на недвижимость в 2023 году тут были на уровне лучших курортов Италии, Франции, Испании и Дубая. Это на самом деле объяснимо. Алания – это настоящий оазис на берегу Средиземного моря, где природа сохранила свою первозданную красоту. Здесь нет крупных промышленных предприятий, что делает воздух более чистым и свежим. Средиземноморский климат с мягкой зимой и жарким летом способствует поддержанию высокого уровня экологической чистоты. Город окружен Таврскими горами, которые защищают его от сильных ветров и загрязнений. И дополнительно к этому жители имеют возможность ежедневно наслаждаться свежими рыбой, овощами и фруктами. Рыбные рынки предлагают разнообразие морепродуктов, выловленных прямо из Средиземного моря. Местные фермеры привозят свои овощи и фрукты на рынки, где можно приобрести продукты прямо с грядки. Апельсины, гранаты, инжир, оливки – все это растет в окрестностях города и доступно круглый год. А еще немаловажно, что Алания славится своей безопасностью. Здесь нету криминальных районов и уровень преступности очень низок. Местные власти уделяют большое внимание поддержанию порядка и безопасности. Городские улицы освещены и можно спокойно гулять по ним в любое время суток. А жители Алании – это дружелюбные и гостеприимные люди, которые всегда готовы помочь и поддержать друг друга и гостей города. Ну и, конечно, нельзя не сказать про то, как живут в Алании казахи. Это, конечно, может быть темой для отдельного видео, потому что атмосфера в Алании сравнима с атмосферой в настоящем казахском ауле. Тут очень дружная казахская диаспора, той, бешпармак, все по расписанию. Ну и, конечно, раз уж я приехал в Аланию, то в первую очередь встретился с нашим близким другом, художником Нурланом Ахметовым, который был один из первых казахов, которые живут в Казахстане, но при этом очень много времени проводят на берегу моря, в Алании, как на даче. Рассекаете по всей Алании. Нұрке, қалайсыз? Жақсы. Аланияның өмірі қалай келе жатыр? Өмір жып-жылымды. Теңізді жылы, өмірде күшті. Жеміс, көкөніс бәрі барында. Балық, овощи, фрукты. Балық та бар, балықты жедік, кептіріп жедік. Теңіздің жағасында қазан апарып, Камалемат жасадық, плов жасадық. Солай жұмыс. Диаспорамен. Все, в общем, по расписанию, да? Ничего не изменилось. Сегодня мы встречаемся, но сегодня выходной, да? А так секции все работает? Все работает. И Домбра секция бар, сосын түрк тілі, қазақ тілі бар, шахмат. Күрес бар ма? Күрес қазір жоқ. Асыл-Арман келді бастайтын. Все. Да, Асыл-Арман борец. Махмудлар тоже оживает. Мы 25 января приехали. Так тихо, так спокойно. Ну прям
порой даже чересчур так спокойно было. А сейчас уже поинтереснее. Это не такая, ну, вот, Алания, аул такой был, да? Нет, Сейчас это такая Алания, я смотрю, Да. машины уже, этот, поменялись, да? Тесла, короче, вот эти Лисяны, Зикры катаются уже, казахстанские зикры. да. С разными людьми год назад как-то общался, и говорили, вот, Алания Дубай будет, да? Алания Монте-Карло там. Ты такой думаешь, ну какой этот, ну, Алания и Монте-Карло. А оказывается, море никто не отменял. А я вот видел Монако, Орел и Решка, кажется. Да, мне кажется, Алания лучше. Да? И что ты скажешь, друзья, это действительно так. Средиземное море в районе Алании отличается кристальной чистотой и живописными пляжами. Золотистый песок и множество чистых пляжей делают Аланию идеальными для семейного отдыха. Купание в море не только приятно, но и полезно для здоровья. Морская вода содержит множество полезных минералов и микроэлементов. А еще Алания представляет множество возможностей для активного образа жизни. Здесь можно заниматься водными видами спорта, плаванием, йогой на пляже, велосипедными прогулками и пешими походами в горы. Город оснащен множеством спортивных площадок и фитнес-центрами, где каждый найдет себе занятие по душе. Велосипед — это вообще транспорт номер один для Алании. Кстати, тут у меня есть друг Мартин, он немец, но живет и держит небольшой веломагазин в центре города уже много лет. И он, кстати, рассказал, что именно из-за здоровья он переехал в Аланию и чувствует себя здесь просто восхитительно. Надо добавить, что несмотря на свою природную красоту и экологичность, Алания обладает развитой инфраструктурой. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни. Современные медицинские учреждения, школы, магазины, рестораны и кафе. Развитая транспортная сеть позволяет легко передвигаться по городу и окрестностям, а цены на еду в Алании приятно удивляют. Завтрак в уютном кафе с видом на море обойдется вам примерно в 5-10 евро, обед или ужин в ресторане от 10 до 20 евро. Продукты на рынке тоже вполне доступны. Жизнь в Алании сравнительно недорогая, особенно по европейским меркам. Ну и, конечно, немаловажный факт, если говорить об Алании, то надо сказать, что люди здесь тоже невероятно дружелюбные. Улыбки на лицах, гостеприимство и радушие – все это делает Аланию особенным местом. В общем, Алания – это идеальное место для тех, кто хочет жить на берегу в экологически чистом районе, наслаждаться свежими и натуральными продуктами и чувствовать себя в безопасности. Здесь можно наслаждаться жизнью в гармонии с природой, активно отдыхать и заряжаться энергией Средиземноморья. Что если вы ищете место для спокойной и здоровой жизни, то Алания – это определенно идеальный выбор. Ну и, конечно, я же вам рассказывал о том, что мы с моим другом Нуржаном открыли в 2022 году тут фирму по продаже недвижимости Gross Property. Поэтому мне было очень интересно с ним побеседовать и узнать, а как же дела сейчас в Алании с ценами на недвижимость. Ассаламу алейкум. Алейкум Класс. ассалам. Хорошо позанимался, заметно. Кроткое, да. А? Крепкое рукопожатие тебе. Да? Я Да. тренируюсь в Куда ты? Казахстане каждый день. Здравствуйте. Как дела у вас? Нормально? Салам. Салам алейкум. У вас как? Ничего, вчера только вас видели, смотрим, Рахмет. все нормально. Да, как Алания? Живем, Где живете? пенсионеры, да. Давно живете здесь? Уже 5 лет. 5 А, лет? почти как мы. Безвыездно, да, прям отдыхаете? Нет, выезжаем, конечно, мы в Алматы. В Алании очень много казахов. Кстати, вроде как меньше стало, да? Я так понял, что сейчас... Ты хочешь сказать про отток? Да, из-за того, что вид на жительство, там вид на жительство, что сейчас, какая Ну, ситуация? есть некие проблемы с видом на жительство. Многим не продлевали, тех, у кого даже была квартира. Но там свои нюансы, понимаешь? Если взять в общем и целом вся ситуация, вид на жительство не дают тем, у кого есть некие проблемы, даже хоть маленькие. Кто Вот, допустим, нарушал у меня закон же или есть что-то? квартира, я же здесь живу, и мне продлили Да. вид на жительство. Да, Потому что я через агентство делал, я сам не продлеваюсь. То есть там... все правильно заполнил, Да, нужен там план этот- заполнен, бюрократическая волокита. Я Да, этим детали не нужно занимаюсь, я передаю агентству, которое этим занимается. И все, у меня уже сколько лет? С 18 года ни разу не Нет, было никаких не было. проблем, да. Наша Было. коллега с агентства недвижимости очень много закрылась. Да? Ну, смотри, этот кризис расставил все на свои места, да? Кто Да. есть, кто на нашем рынке. Есть проблемы не помимо агентства недвижимости, еще и строительные компании. Да. То есть сейчас... если- Кто-то не смог, да, пережить кризис. Да? А сейчас как в целом? Стабилизировалось уже? Сейчас или- уже понятно, с кем можно работать. Также и с агентствами недвижимости, и со строительными компаниями, да. Ну. Вот. Есть банкроты, действительно, есть такое. Да? Да. Есть банкроты, есть те, кто не может продолжить строительство тех проектов, он уже начал. Замораживаются от этих моменты, к сожалению.
Ну, эти компании были мелкие. Они на тот момент на рынке самые дешевые квартиры продавали, понимаешь? Да, И да. многие люди на это клюнули. Не подумали, что это нам, ну, может быть, ненадежно, да? Да. Сейчас около где-то, наверное, 20 строительных компаний есть. Серьезно, Да. да? Это максимум, с кем мы работаем. Мы огромное количество мелких строительных компаний отсеяли, работаем вот только с ними. И даст Бог, все будет хорошо. Я вот как раз сегодня был на презентациях. Мгм. Мы ездили Новые проекты появляются сейчас, да? очень мало. А цены По как? сравнению с 2022 годом, Да. там же каждый день практически Да. новые проекты, мы ездили по застройщикам. Сейчас это вот раз в месяц может быть какой-то новый проект. А выйдет. цены? Цены как высокие, выше, ниже или на новые? Где-то полгода тому назад резкое падение было. Да. Но, заметь, строительные компании сильно не опускали цены. Сейчас уже мы, по-моему, Стабилизируется. да, достигли, да. Даже второй. вторичный рынок уже начал поднимать цены. А. Во-первых, сейчас сезон. Люди Да. приезжают так или иначе, интересуются недвижимостью, кто хотел купить, покупает. Мгм. Потому что сейчас действительно от 65 тысяч есть... Вау. ну, не так много, понимаешь? Я все равно не всем советую покупать такие квартиры. У Да. них есть некие проблемы. Кто-то То есть надо, старается короче, все равно аккуратно, да? аккуратнее, да, смотреть. Даже те же, которые вторичного жилья. Нужно смотреть да, на да. проблемы какие-то. Там Если- электричество, чтобы Да, не да, да, было да, да. проблем. Это купишь квартиру без У электричества. меня был случай, короче, клиент продавал квартиру, а оказалось, что у него не было искана на здание, понимаешь? Ну да, он И- без воды, без электричества. Да, нет, он был с водой, с электричеством, но платил в 3 раза больше, чем обычно. Басе. Я никого не пугаю, но просто надо быть более уже аккуратнее. А как быть? Есть ли какие-то способы обезопасить себя? За этим вопросом я зашел к нашему большому другу, одному из лучших юристов не только Алании, но и всей Турции, Озер Бею. Такой случай, конечно, это очень важно с начала, когда покупаете люди, чтобы полностью проверили и застройщиком, и договор, и земельный участок. Если они уже купили, есть эта проблема, но, конечно, есть варианты. Наше законодательство дает некоторые альтернативы, чтобы решить эту проблему. Я 25 лет уже работаю адвокатом, и такие случаи много раз у нас было. Некоторые мы можем решиться по этапам медиации даже, а некоторые через суд. Каждое дела есть свои индивидуальности. Но есть много вариантов, как решить эту проблему. В основном у вас какой процент положительных Но решений? этапа судебной медиации около 30-40% положительный результат мы получим. А через суд в основном все получим положительный результат. Мы выиграем дела. Но некоторые, если очень мало процентов, если застройщик придется банкротство, тогда бывают некоторые сложности, чтобы получить денежные средства. Но могу говорить, 99% положительный результат мы получим. Того назад, когда все это началось, вот этот бешеный подъем цен, Да. оно же буквально там недели-две эти цены поднялись сильно. Да, да. Я думал, я же мечтал, чтобы как родителям взять из квартиры, уже присмотрелся, и раз так цены поднялись. Господи, что делать теперь? А сейчас уже есть шанс. Есть хороший То есть, да, предложение. я думал, что он утерян, то есть, чтобы родители мне уже полностью здесь Да. обосновались. А как А сейчас у меня уже есть шанс, я уже опять мониторю, смотрю для себя, А как точнее для родителей. правильно выбрать, чтобы не, ну как бы, на что нужно обратить внимание, чтобы не купить квартиру там без электричества, без воды там, или, например, с этими какими-то Просто долгами? проверять нужно. Это есть система, да? Да, конечно. То есть ты при покупке квартиры, если на вторичном рынке, Да. ты можешь сделать, во-первых, оценку этой квартиры. Есть государственная оценочная компания. Во-вторых, есть специализированные фирмы, но вот тоже мы сами делаем. Мы По базам можем да, посмотреть. у нас есть в топу наш Да. хороший знакомый, но помимо этого у нас есть наши партнеры, агентства, Да. которые именно занимаются проверкой Чисто квартиры. проверка. Да. Ну, Есть чистоту обременения документов, да. какие-то там. и вот через сколько эту владельцев. процедуру, да, проходишь. 4-й год. Огромное количество проектов сдаются. Осталось Да. там полгода максимум. Уже Да. огромное количество тех проектов, которые началось там в 2022 году, А. они уже заканчиваются. И вот на них можно сесть. Представь, они уже практически готовые, Да. окна, там уже внутренняя отделка идет, и там нету шанса, что он не сдастся. Там Да. даже есть уже полученный скан и так далее. Вот это вот Он надо, на да? завершающей стадии строительства остается, там, может быть, пару месяцев. И я бы туда зашел. Но я об этом не думаю. Да. Это очень хороший вариант. Плюс они же, знаешь, как делают? То есть ты можешь купить в таком проекте, Потом им и же тебе еще продать. дадут рассрочку. И им же потом можно продать, да? Я слышал, что Нет, так. не так много. Уже нет? Не так много. Есть такое.
Но это не продать, а сдать им в аренду. То есть ты покупаешь у А. них же и сдаешь им под 7% годовых. Это под, если инвестиции, да, рассматривается? Ну, А я как- бы не сказал, что аренда сейчас инвестиция, это, Да. знаешь. А как и вот эти вот все элитные, я помню, мы смотрели, виллы там, ну, такое, вид на море, там, 12 комнат, свой бассейн, там, свой участок. А вот эти как сейчас цена? Элитные Они недвижимость. дорогие. Они дорогие? Нет, они не Ну вот тут люди разбираются, да, что этот, Они что дорогие. Алания будет. Ну, вот тоже у меня споры сейчас, я на этом Да. канале выложил несколько проектов. Там квартира, ну, квадратов 120, может быть. Да. 1 500 000 стоит. 1 Ага. 500 000. И Как- вопрос, почему так? Потому что просто на этот первый береговой с таким видом Она в любом ограниченное случае количество есть. таких квартир. Да. Просто из-за этого. И сами, что заметил, помнишь, в 22 году, когда мы смотрели проект в Кунаке, там, Да. Кунак 19, за 500 000, помнишь? Да. Дуплекс был, мы же таки думали, Что так кто дорого? купит его? Ну, а он 700 сейчас стоит, да? Нет, его купили, А его купили? конечно. А. То есть я как говорю, что на каждую квартиру найдется собственный покупатель. Короче, Да, 1 короче говоря, 500 000 кризис стоит или кризисом, да? 600, да. Кризис кризисом, а тут, но все равно есть люди, которые вкладываются. Ну, и от уникальности. Да. Если квартира действительно уникальная, вот есть комплекс в Кале на возвышенности. Вот Кале ты же знаешь, это холмистая местность. О, Она да. историческая еще. Да, да, То есть да. там квартиры очень дорогие. Там очень дорогие. Ну почему они дорогие, да? Потому Просто что историческое место. уникальное Да, место. это уникальное место. Еще видовые характеристики какие. Фантастика. То есть до каждой квартиры. Есть квартиры за 65, там где-то в 3000 километров от Там моря. просто море такое, как этот, да? Но там классные проекты, там ты покупаешь за такие деньги, плюс у тебя есть шаттл, который возит. Но за все это надо будет платить. Да. Очень интересно. Ну, я бы на самом деле, знаешь, Много о чем можно говорить. если бы Э, были у меня деньги, сейчас вот для покупки квартиры, точнее два варианта. Если бы у меня были деньги под инвестиции, я бы вложился, если бы у меня были накопления. Еще круче, вот я понимаю, что сейчас, возможно, очень удачный вариант, чтобы купить себе дачу на берегу Средиземного моря, потому что нет уже вида на жительство, да, не везде. Но можно в этих районах дешево купить и приезжать 3 месяца здесь проводить. А в будущем, сейчас же новый Аким пришел, да? А в будущем, кто знает, может быть, новый Аким откроет некоторые районы, Ну, да? то есть даже- не он открывает, Не к он откроет? сожалению, да. Смотри, я бы порекомендовал бы не сжигать мосты, просто это опять же 22 год Да. такой яркий был. Люди продавали, собственно, все свою недвижимость там, Да, да. в Казахстане, в России, здесь покупали. Так не делать. Если у вас помимо этой квартиры, ну, на вашей Да. родине нету больше других квартир, не стоит сюда Да, переезжать да, и да. покупать. Это самый важный момент. Второй момент, если у вас есть свободные средства для покупки, то да, здесь можно инвестировать. То есть Да. вы не теряете, это как бы замораживаете деньги вы. Разумный риск, короче, Да, да? разумный риск, плюс вы еще можете просто отдыхать и жить. Даже это, наверное, все равно даже не риск, потому что все равно, ну, она же никуда не денется, квартира. Ну, вот эти скачки, конечно, люди вот в это время Нервничает, да? паниковали, да, у многих настроение упало, как так, цены там упали, Да. а я купил это за это деньги. Да, безусловно, все мы Да. в таком положении. Ну, время покажет. Я Я думаю, помню, ты мне говорил, моя квартира сейчас стоит столько, я думаю, может продать. Да. Ну, Да. тоже смотри, там на ровном месте по 100 тысяч просто. Сверху, да, Сверху цене? 100 тысяч, ничего себе. Ну, вот такое время было, что поделать. Это как биткоин, была Да, похожая да. ситуация. Ну, когда он Сейчас, рос. сейчас тоже никакой гарантии нет, что он также вверх не взлетит. И то, что вниз он... Да нет, сейчас Ну. вот эти, знаешь, лучшие возможности для инвестиций я бы не употреблял бы. Это все, конечно, такая просто сказка. Да. Инвестиции, это да, кто инвестицией занимается? Те, у кого есть капитал, да, кто Да. этим уже занимался. А Да. тот человек, который просто хочет купить недвижимость, ему там говорят по ушам, нет, хорошее инвестиционное вложение. Да нет такого. Ну, Ты или покупаешь здесь для себя, для семьи, Для там, жизни, или для да. жизни, да, или не нужно думать о каких-то инвестициях. В 22 году, опять же, были Всё, хорошие да. варианты. Зарабатывали 100%. говоря, Алания сегодня, это что? Это такая дача, получается? Дач? Да. Алания – это дача. Для кого-то дача, для кого-то постоянное место жительства, вот как я. Да, да. То есть там, смотри, есть разные варианты, как здесь оставаться дальше, если у тебя даже не дают вид на жительство. Ты можешь пойти к нашему Озербею, к нашему Ну, юристу. и люди, которые действительно сердцем и душой хотят здесь остаться, покупают недвижимость, они это оспаривают в судебном порядке. И в основном это выдается, потому что нет Нету закона закона, да. запрещающего, а есть закон, позволяющий тебе купить недвижимость Да, и получить вид на жительство. да. Понимаешь? И ты идешь в суд и обосновываешь. И Хороший выиграешь. адвокат, когда у тебя есть,
этот вопрос решаемый. Ну, просто, понимаешь, все, когда слышат судебный процесс, никто не хочет этим заниматься, он хочет купить, отдыхать. Да, А тут ему говорят, ты не получишь вид на жительство, у него все пропадает желание. да. А человек, кто реально хочет здесь жить, он находит вариант. И они есть. Да, друзья, подводя итоги, надо сказать, что действительно Алания оживает. Более того, Алания преобразилась и стала более современной, более модной и более европейской. Тут появились красивые рестораны, пляжи стали лучше оборудованы и чище, и поэтому, наверное, сегодня это очень интересный вариант для тех, кто всегда мечтал иметь дачу на берегу Средиземного моря и иметь возможность самому приехать и пожить 3 месяца или отправить родителей, детей, друзей на отдых в самом лучшем, самом чистом и самом улыбающемся курорте Турции. Во всяком случае, я, наверное, на пенсии хотел бы, чтобы у меня была такая возможность. Но для этого мне, конечно, как следует надо поработать. Ну а если у вас есть вопросы, обязательно пишите. Контакты Нуржана и нашей компании Gross Property я оставлю в описании к видео. Он обязательно вам поможет. А у меня на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. До новых встреч.